Всем привет, это Марсичек. Сегодня мы ознакомимся с несколькими автомобилями московского завода АЗЛК, посмотрим на наиболее ярких представителей серии, заострим внимание на базовых отличиях моделей. Начнем с наиболее раннего «Москвича 412», 1969 года выпуска, цвет песочно-бежевый. Эта модель по праву считается наиболее красивой, благодаря обилию хромированных деталей и шикарному оформлению передка. Воспользуемся профессиональным фотоаппаратом, чтобы осмотреть все более детально. Итак, передняя панель. Установлена новая, более изящная радиаторная решетка. Щели стали горизонтальными. По центру красуется фирменный красно-белый значок АЗЛК. На замену круглой оптики 408-го пришли новые прямоугольные фары. Боковые стороны автомобиля в целом не отличаются от модели 408, однако, узнать новый «Москвич 412» можно по колесным дискам нового образца, со множеством прорезей. На этой модели еще установлены хромированные ручки дверей, в будущем их посчитают травмоопасными, и заменят на новые. Задняя часть тоже оформлена по-новому. На крышке багажника красуется шильдик «Москвич 412» на латинице. Обычно такие ставили на экспортные образцы. Бампер еще старого типа, из двух половин. Пришло время заглянуть в салон. Через закрытую дверь плохо видно. Откроем все. Рычаг КПП уже находится на полу. На 408-м он еще был на рулевой колонке. Ручка ручного тормоза, однако, еще осталась под приборной панелью. Комбинация приборов от 408-го, торпеда еще металлическая. Отдельно стоит отметить вишневый цвет салона. В основном такая обшивка использовалась на экспортных машинах. Багажник очень большой, его объем 350 литров. Запасное колесо, кажется, стоит крайне неудачно, но на практике абсолютно не мешает. На крышке бардачка прикреплена красивая надпись «Москвич». Под капотом установлен новый двигатель УМЗ-412 мощностью 75 лошадиных сил. Также стоит отметить появление гидровакуумного усилителя тормоза. Он установлен справа рядом с двигателем. Табличка с заводскими данными находится в подкапотном пространстве. Также был использован воздушный фильтр нового образца. Что ж, перейдем к следующей модели, раннему «Москвичу 2140» 1976 года выпуска, цвет янтарь. Профиль автомобиля уже заметно отличается от предка. На передних крыльях появились шильдики «Москвич 1500». Передняя часть кардинально изменилась. Крышка капота, крылья и бампер получили новую форму. Решетка радиатора стала пластиковой, в угоду модным тенденциям 70-х. Значок АЗЛК стал крупнее. Новой модели новую резину. На «Москвич 2140» стали устанавливать более качественные новые диагональные шины М145, рассчитанные на более высокую скорость езды. Впрочем, устойчивее на дороге автомобиль так и не стал. Резина по современным меркам ужасная, но размерность 165/80 затрудняет поиск современных аналогов. Дверные ручки стали травмобезопасными. Задняя часть машины изменилась в лучшую сторону. Очень стильно смотрится черная полоса в хромированной окантовке. Фонари также получили новую форму, поворотники теперь находятся в общем блоке. Фонарь заднего хода установлен под левый блок фары. Под правый видим шильдик 1500. Торпеда, руль и приборы уже полностью новые. Экспортное оформление салона также осталось вишневым. Задний диван очень мягкий и удобный.
но даже при среднем росте пассажир всегда будет упираться коленями в переднее сиденье. Под капотом в целом ничего не изменилось, двигатель тот же, но появился новый вакуумный усилитель тормоза. Он установлен прямо перед главным тормозным цилиндром. Напомню, на 412-м используется гидровакуумный усилитель, а на 408-м его вообще нет. Панель приборов стала мягкой, приборы более современными. Появился световой индикатор стояночного тормоза. Также наконец появилась полочка для разной мелочи. Раньше на торпедо ничего нельзя было положить. А это габаритные огни. Объем багажника не изменился. Запасное колесо крепится также, но его не положили. Подойдем к третьему автомобилю, более позднему москвичу 2140 1982 года выпуска, цвет кипарис. Сразу же в глаза бросается отсутствие черной полосы на задней панели, новые бамперы и колеса без колпаков. Оформление передка тоже было упрощено. Вместо заводского значка теперь красуются лишь 4 буквы. Углы бамперов теперь пластиковые. Новые диски больше не имеют крепления под старый колпак. Вместо этого появились маленькие блестящие колпачки, как на «Жигулях». Вентиляционные решетки на задних крыльях также немного отличаются от более ранней модели. Новая форма имеет более круглые боковины. На Москвиче 412 вентиляционных решеток вообще нет. Под капотом стоят все те же агрегаты, что и на модели 76 года. Правда, за исключением крышки головки блока цилиндров, на ней больше нет надписей «УМЗ» и «Москвич», но мощнее от этого он так и не стал. Цвет салона уже был бежевым, либо черным, исчезло различие между экспортными машинами и предназначенными для внутреннего рынка. Панель приборов и торпеды остались без изменений. Здесь мы видим новые подголовники на передних сиденьях, они стали полностью пластиковыми. Багажник никак не изменялся с момента появления Москвича 408 модели. Из приборов видим датчик топлива, амперметр, спидометр, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости. А теперь закончим наш рассказ и немного прокатимся на наиболее красивом образце. Автомобиль очень прост в управлении, руль имеет довольно сильный люфт, однако это не мешает чувствовать машину. Мягкая рессорная подвеска поглощает все неровности дороги, кажется, будто машина проплывает над ними. Передвигаясь на такой машине в городском потоке, можно заметить, что она привлекает повышенное внимание других водителей и прохожих. Не скрою, это приятно. Мощности двигателя при этом вполне достаточно для того, чтобы не теряться в плотном трафике. Это был прекрасный автомобиль для эпохи конца 60-х. Удивительно, но он пользовался высокой популярностью даже в странах Европы и Южной Америки, так как был дешевле, и при этом надежнее своих одноклассников. Модель из обзора взята с сайта так и не вышедшей модификации назад в СССР. Ссылочка в описании. Там вы найдете много качественных моделей отечественных машин. Нет ничего приятнее совместных поездок с владельцами таких же автомобилей. Именно для этого мы и поехали так далеко. Только вот девушка за рулем москвича – опасная штучка, за ней нужен глаз да глаз.
Как только вы упустите ее из поля зрения, москвич может быть уничтожен. Берегите себя, своих близких и свои машины. Спасибо за внимание. Дальше будет кое-что необычное и интересное. Не зря ведь я говорил, что контент на канале может быть разноплановым. Подписывайтесь на канал, друзья. До новых встреч!